Друзья, я уверен, что каждый мужчина хочет, чтобы женщина его слушалась, ценила, боялась потерять, была покорна, принимала все твои условия и правила, в конце концов уважала твое мужское слово. Все мужчины хотят, но ничего для этого не делают. Просто терпят, оправдывая для себя это тем, что женщина это тоже человек, это личность, и нужно идти на компромиссы. Она не такая, она особенная. Это с другими все это работает, а с моей нет. Она принципиальная. Друзья, это, конечно, все хорошо и замечательно, и в этом есть доля правды. Но я это понимаю немного в другом ключе. И считаю крайне важным и жизненно необходимым донести это до каждого. Сейчас я дам готовый шаблон, конкретную фразу, которую я вывел для себя когда-то, много лет назад. И на практике она показала свою эффективность. Этот метод позволит моментально поднять твой авторитет и значимость для любой женщины. Вызовет желание уважать твое мнение. И, что немаловажно, позволит наделить тебя этим правом, выражать это мнение и быть услышанным. Сейчас объясню. Как это обычно происходит у нас все на практике. Твоя девчуля делает что-то, что тебе не нравится. Например, собирается в клуб с подругами или на корпоратив. Либо выкладывает фотографии в социальные сети неприемлемого характера, вульгарные фотографии, на которые получает вот это внимание со стороны мужчин. Либо ты замечаешь, что она очень так часто и плотно общается с каким-то другом, мужчиной. А иной раз вообще бывший написывает. Что это такое? Конечно, тебе все это не нравится. И ты, естественно, пытаешься ей запретить. Сказать, что Маша, слушай, мне это не нравится. Давай завязывай с этим. Кто-то ставит ультиматум. Да? Либо ты удаляешь сейчас все фотки, либо я ухожу. Сейчас мы, кстати, разберем, в чем опасность этого. И вот ты это говоришь и видишь, что женщина тебя не воспринимает всерьез. Как будто у нее в одно ухо влетает, в другое вылетает. Она продолжает заниматься теми непотребствами, теми вещами, которые для тебя некомфортны, неприемлемы. В каких-то случаях она обижается, дуется, демонстрирует свое недовольство. То есть, по сути, напрямую инициирует конфликт, показывая этим, что это с тобой что-то не так, что это ты неадекватно воспринимаешь это. Какие-то особо проблемные барышни начинают входить в агрессию, да, в прямое противостояние, конфликт. Но после этой ругани ты видишь, что она по итогу все равно поступает по-своему. Она идет в этот клуб, она не удаляет фотки, она продолжает общаться с другом. Что на длинной дистанции, естественно, всегда приводит к ухудшению отношений, и в конечном итоге они разваливаются. У мужчин здесь, как правило, только два варианта. Либо терпеть, либо останусь один. Но главная мысль заключается в том, что если ты будешь терпеть, ты по итогу на длинной дистанции все равно останешься один. Потому что для женщины что? Если ты терпишь, значит ты слабый. А если ты слабый, значит ты недостоин того, чтобы быть уважаемым человеком в ее жизни. Потому что для ее инстинктов любовь и уважение – это равнозначные вещи. Одно без другого не может существовать. Женщина по-настоящему может любить того мужчину, которого уважает. И если она его не уважает, то и любви настоящей быть никак не может. Так вот, чтобы стать эффективным и влиять на женщину через установку своих правил, нужно понимать природу этого процесса, механику, как это работает. Потому что если ты будешь применять просто шаблон, готовую фразу, не вдумываясь, смысла от этого мало. Да, в какой-то локальной ситуации ты, так скажем, выиграешь, и женщина не заметит, что это просто имитация, что ты просто играешь. Но на длинной дистанции это всегда провал. Всегда. То есть ты пытаешься установить свои правила, свои рамки, свои границы. Донести до девушки то, что для тебя неприемлемо в ваших отношениях. Теперь задай себе вопрос. А у тебя есть на это полномочия в данный момент? У тебя есть на это право? Кто-то может сразу сказать и возразить, что я же мужчина. Конечно, у меня есть право диктовать свои условия. Слушай, может, в какие-то древние времена, когда женщины зависели от мужчин целиком, это правило и работало, но сейчас не те времена. И просто потому, что ты мужчина,
женщина не будет тебя слушать. Так вот, этот вопрос порождает следующий. А когда, в какой момент вот это твое слово начинает иметь для девушки какое-то значение? Когда твое слово начинает для нее что-то значить по-настоящему? Иметь вес, и она готова будет к нему прислушаться и выполнить. Когда она восприимчива к нему. Да, с пригодными гораздо проще. У нее уже присутствует вот это уважение, сколько бы там его ни было. Да, но по умолчанию оно присутствует. Вкупе с теми серьезными намерениями, да, с желанием создать семью, которая также ей привита, здесь даже пользоваться этими методами не приходится. Но мы-то говорим о большинстве, о 97%, которые руководствуются исключительно эмоциями, которые принимают решения на основе того потенциального удовольствия и кайфа, которые они смогут извлечь от этих отношений с тобой. Да, отношений в кавычках. Когда ты что-то запрещаешь, когда ты пытаешься установить свои правила, ты, как правило, делаешь это слишком поздно. Например, если взять отношения продолжительные, которые уже длятся какое-то время. То есть мужчина, значит, все это время был в слабой позиции, терпел, слова лишнего не говорил, чтобы роднулька не ушла. То есть женщина уже не то, что твоего мнения не спрашивает, а тупо ставит перед фактом. Я иду в клуб с подругами. Или я уже взяла билеты, нам с подругой в Турцию на неделю поеду отдыхать. И тут, значит, мужчина вдруг наткнулся на мой канал, посмотрел контент, понял, что до этого вел себя неправильно. И в последний момент такой, надо включать мужика, надо включать альфу. И говорит, значит, ей, я против. Мне это не нравится. И, значит, дрожа как осиновый лист, ждет, что она сейчас примет условия и скажет, хорошо, дорогой, я не поеду. Ну, здесь очевидно, что девушка просто искренне не поймет, в чем дело. Она не воспримет это всерьез. В большинстве случаев это будет просто банальная агрессия в твою сторону, если женщина к этому склонна. Ты что, в себя поверил, холоп? Ты что себе позволяешь? Еще и завиноватить тебя в прошлых грехах. Если брать начало отношений, здесь идет все так же по тому же алгоритму. То есть мужчина совершил все возможные ошибки, дал переизбыток внимания, задаривал подарками. Девушка воспринимает его уже как мужчинку без яичек. Славным, комфортным парнем, с которым приятно находиться, но до тех пор, пока у него нет своего мнения, и он не доставляет никакого дискомфорта и головников. То есть до этого ты никак не обозначал, что у тебя существуют какие-то рамки, нормы, никак не обозначал своих границ и взглядов на те или иные ее поступки. В конце концов, никак не обозначал, что имеешь такую опцию разочароваться в девушке и завершить отношения. Ты никак на это даже не намекнул. И тут неожиданно выдвигаешь требования: я запрещаю тебе общаться с другом. Ну, очевидно, что женщина скажет: ну, слушай, ты какой-то странный. Мозг мне тут выносишь. Я его знаю с детства, и у меня к нему ничего нет. Ты какой-то ревнивый вообще. Что с тобой не так? То есть она воспринимает это как негатив в свою сторону, наезд, вызов некий на противостояние. Она понимает, что ты залип, выйти из отношений ты не можешь самостоятельно. Ты показал свою нуждаемость. И вот это прямое столкновение, эта ссора, она, по сути, для нас, мужчин, бессмысленна. Потому что женщина всегда выйдет из нее победителем. Здесь девушка скажет скорее «до свидания». Да, или там подумай над своим поведением, потом поговорим. Ну и давайте сразу затронем тему ультиматума. Да, это еще одна распространенная ошибка мужчин – брать на понт. Почему это происходит? Потому что очень часто мужчины, посмотрев мой контент, слишком радикально его воспринимают. Я думал, что не стоит такие банальные вещи разжевывать, но, видимо, все-таки стоит. То есть, что это за ультиматум? Например, если ты будешь общаться с этим другом, то мы расстаемся. Но что происходит? Девушка не верит в твой ультиматум. Это выглядит неестественно. Это раз. Это больше похоже на истерику, какой-то эмоциональный шантаж, на беспомощность, что подтверждает твою зависимость и слабую позицию на самом-то деле. У нее возникает резонный вопрос: почему ты раньше не ушел? Ты чего языком-то мелешь? И подсознание ей говорит:
Раз не ушел, значит терпел. Терпел, значит слабый. А к слюнтяю женщина не может испытывать эмоции. Мужчина, он не треплется языком, он делает, он подкрепляет это делом. Поэтому здесь с большой долей вероятности женщина ответит: ну и уходи, я тебя не держу. Вон, двери открыты. Многие из вас здесь могут возразить и сказать, что слушай, ну я многократно в начале отношений запрещал девушке что-то. И это работало, она слушалась, говорила, что больше не будет. Она соглашалась с моими условиями. Я что, сломал систему? А дело в том, что это все временно. Ничего общего со стабильными, экологичными, долгоиграющими отношениями это не имеет. Если задать себе вопрос, а на чем основана была тут ее покорность? Это всего лишь следствие того эмоционального угара, который она испытывала вот в начале ваших отношений, когда твоя значимость была высока. Она просто извлекала этот кайф, извлекала этот дофамин. Она не хотела, чтобы это кончалось как можно дольше. Вот на чем основана ее покорность. Так же, как вариант, здесь можно предположить, что до тебя она была в отношениях, ну, например, со славным парнем, который все ей разрешал, все позволял. И она соскучилась вот почему-то такому жесткому, по прямым запретам. То есть женщина здесь искала некого контраста. Сначала она повстречалась с хорошим, ей стало скучно. Потом повстречалась с таким альфой, ей стало снова скучно. И она снова ушла к хорошему. И вот так по кругу, значит, меняет парней. Важно здесь еще понимать такой момент и держать его в голове, что когда ты напрямую навязываешь свои условия, когда ты что-то запрещаешь, когда ты в чем-то ограничиваешь женщину, да, она может согласиться, неважно, под высокой значимостью или по иным причинам, но она всегда подсознательно копит обиду на тебя. Она копит некий багаж инструментов, которые она применит когда-то в будущем, когда ты этого не ожидаешь, тем самым завиноватив тебя. Я думаю, многие из вас сталкивались с такой ситуацией, когда вроде бы в отношениях все хорошо, она тебя слушалась. Когда ты ей что-то запрещал куда-то ходить или что-то делать, она тебя слушалась, она соглашалась. Но потом, через сколько-то месяцев или лет отношений, в какой-то момент она просто сказала: да ты вообще какой-то абьюзер, ты тиран, ты ограничиваешь меня, ты мне все запрещаешь, а я свободная женщина. Это ты виноват, что я изменила. Ну, было же. Какой вывод мы здесь локально можем сделать? Это то, что твое мнение и твои какие-то рамки, которые ты пытаешься донести, начинают иметь вес для девушки и зависеть от некого уровня интереса и своевременности применения в начале отношений и баланса значимости в целом в продолжительных отношениях. Итак, собственно, сам шаблон. Как нам действовать? Как сделать так, чтобы женщина прислушалась к тому, что мы говорим? Согласилась на наши условия. Во-первых, важно понимать, что обозначение этих условий и рамок должно быть изложено грамотно. Не какие-то эмоциональные детские истерики, которые вызовут лишь жалость, а в спокойном, уважительном формате, но твердо и уверенно. Мы не ограничиваем или запрещаем что-то, еще при этом шантажируя, а мы обозначаем свою позицию. Например, девушка общается с каким-то другом, общается плотно, каждый день, или там поздно вечером он ей пишет. Тебе это не нравится. Ты говоришь: слушай, Маша, мы с тобой уже довольно продолжительное время встречаемся, и мне с тобой хорошо. У нас теплые отношения, и в тебе я вижу много плюсов, которые меня привлекают. Но у меня в жизни был такой один переломный момент, в котором я тебе не рассказывал. Чувствую, что нужно. Когда я сделал определенный вывод, что для меня является дискомфортным, когда моя женщина общается с другим мужчиной. Да и вообще есть друзья-мужчины. Да, я какое-то время наблюдал и не говорил тебе об этом, так как хотел проверить себя. Может, в случае с тобой это будет не так на меня влиять. Но нет. Я все же понял, что вопрос для меня это принципиальный. И абсолютно точно повлияет на мое отношение к тебе в будущем. Не в лучшую сторону. Я могу разочароваться. Заставлять, конечно, я тебя не хочу и не буду этого делать, потому что это неправильно. Но и встречаться с девушкой, которая дружит и общается с другими мужчинами, я, к сожалению, не могу. Та-дам!
Вот она фраза волшебная. То есть, что мы сделали? Вначале, как всегда, мы даем печеньку, то есть говорим, там, какая ты хорошая, как мне с тобой хорошо, то есть все классно, ты замечательная. Второе, мы обозначаем проблему, да, то есть что со мной в жизни произошла этот переломный момент, история, да, затрагиваем эту тему. Третье, мы обозначили то, что мы пошли даже для девушки на какую-то жертву, что мы не сразу ей об этом сказали, а вот пытались понять, а действительно ли это повлияет в случае с вашими отношениями на тебя, что это далось непросто. Третье, мы проговариваем фразу, что мы не заставляем, это делается для того, чтобы в будущем тебя не завиноватили, что она сама приняла это условие. Ну и, собственно, четвертое, уже обозначение рамок, и как бы передаем эстафету на ответ девушке, на решение о том, будет она принимать это условие или нет. Этот шаблон можно применять, естественно, на любую ситуацию. Да, просто меняешь тему. Какие здесь могут быть реакции? Интересно же. Если ты сделал это вовремя, и значимость тебе достаточно высокая, то девушка соглашается сразу. Да, она может формально не дать какой-то ответ, что я согласна, хорошо, как скажешь. Но по реакции, по дальнейшему ее поведению ты все поймешь. Мы можем даже не ждать от нее этой реакции. Даже скорее не обязательно ее ждать. Мы же просто обозначили условия. А дальше наблюдаем. Может быть реакция, что женщина взбрыкнет все-таки. Если ты недостаточно уверенно это скажешь, подумает, что ты блефуешь. И может сказать, типа, окей, ну ладно, жаль, пока. Но позже, через неделю, две, все равно выйдет на связь и будет убеждать тебя в том, что больше так не будет. А почему она будет это делать? Потому что в этой структуре заключена сила. И женщина ее чувствует. Ведь самое интересное, что до этого с ней никто так не говорил. Все или эмоционально истерят, включая псевдодоминанта, либо терпят и молчат. Женщина не захочет упускать такого мужчину. Ее это цепляет. Она чувствует стержень. А главное, она считывает в этом твою готовность уйти, поставить точку и самому завершить отношения, если твои условия не будут услышаны. Потому что только спокойный и уверенный в себе мужчина готов к настоящему действию, а не сотрясает воздух, беспомощно шантажируя и блефуя. Ну и предугадывая твой вопрос, да, ты действительно должен быть готов уйти, развернуться и завершить отношения. Также стоит отметить тот факт, что если есть необходимость что-то женщине запрещать, если ты видишь, что она изначально уже деструктивно себя ведет, модель поведения ее жизни не вписывается в твои понятия, в твои рамки, то гораздо правильнее вообще не ввязываться в эту историю, а просто не входить в эти отношения. Если ты видишь, что девушка ходит по клубам, если ты видишь, что у нее куча друзей мужчин, которые вокруг нее вьются, если ты видишь, что у нее прокачанный Инстаграм, где она фотографирует свою красивую попку на всеобщее обозрение, ты можешь ей запретить, да. И если ты все сделаешь правильно, она подстроится. Но надо понимать, что это все временно. И когда твоя значимость пойдет на спад, вот это ядро, которое в ней сидит, оно ведь никуда не девается. Это ее суть, это ее жизнь. Оно тебе надо менять сформированного человека, у которого совсем другие ориентиры, которая не настроена на семью, которая не умеет любить, которая занята исключительно накачиванием чувства собственной важности. Вот над этим стоит задуматься. Друзья, спасибо, что досмотрели видео до конца. Надеюсь, было полезно. И скоро увидимся.